What's up, guys? My name is Eric, and you're tuning into our interview with the Little Big. Hey, guys, what's up? Всем привет. So, as usual, let's start off with questions about sneakers. So, guys, what were your first sneakers? First sneakers. Мои первые кроссовки мне достались от папы. Папа их носил в свое время. Он их купил где-то в плавании, когда ходил в плавание давным-давно, в начале 80-х годов. И вот я уже подрос, и в конце 80-х я впервые одел кроссовки папины. Не помню, что была за фирма, но они были рваные в двух местах. Я так одел их и подумал, о, это самая удобная обувь в мире. Ну, у меня скороходы. Скороходы в Советском Союзе были только скороходы. Скороходы были. Вот. А первый из нормальных это Фила. Фила до сих пор у меня есть. Okay, and what is your most favorite brand of sneakers? Да-да-да, но в данный момент это Adidas. Вот что на мне. Очень удобные и хорошо выглядят. Рибок, Фила и все, наверное. А, ну, Adidas, да, тоже. Adidas. And can you tell what were your most expensive sneakers you ever bought? Most expensive. Adidas Babe, yeah. Good sneakers. Looks great and very expensive in Russia. Everywhere. Everywhere. And you, Ilya? Но в России особенно. А что за вопрос-то было? Какие самые дорогие кроссовки, которые у тебя были? Бля. Скороходы. Потому что Наверное, остальные тебе Фила. Фила. Да, да нет. Не, нихуя. Наверное. А какие у меня, блядь? Рибок Инстапамп. Does being Russian influence the way you dress, the way of fashion that you like the place where you're from, is it a big influence or what you're wearing? Да, очень влияет. Мы обязаны просто носить Adidas, штаны Каппа и быть злыми, угрюмыми, вот. И поэтому мы обязаны носить это у нас как бы законодательно. На уровне законов, что мы должны как бы носить Adidas. И быть мрачными. Да. Потому что мы русские. И, к сожалению, или к счастью, ничего мы с этим поделать не можем. Просто так повелось. Девушки тоже. Мы абсолютно солидарны с ним. Еще мы обязаны избивать женщин, потому что мы русские. Да. Мы пьем, избиваем женщин. Он хочет, чтобы ее ударили. Вот, все. Okay, do you guys know and like Gosha Ruchinsky, the fashion designer? Да, мы знаем его, да. Хороший парень. Хороший парень и парень, очень хороший маркетолог. Да, Очень... но он сказал, что как бы это самое, что Little Big не патриоты. Хотя мы патриоты, так что пошел нахер. Хотя не, пусть не идет нахер. Нормально он. Я пошутил. Или не пошутил. Он очень, очень здорово и талантливо продает вещи в стиле постсоветского пространства на весь мир. Это отличный маневр, великолепнейший совершенно. Eastern Black. Да. Круто. Уважаем товарища. Да, очень крутой чувак. Okay. И питерский скейтер, кстати. Серьезно? Да. Вот дает. Let's move on to music. Okay. So, how did you guys get to rave music? How did you get to your style? How did you find it? What was it? Как мы нашли свой стайл? Ты помнишь? Да мы не искали вроде особо. Да не искали, такие, давай ебашь трейф, и начали ебашь трейф. That's all. Let's play rave, okay. Let's go. А как вы его для себя обнаружили?
было? Какие-то концерты? Или... Ну, концепты из 90-х годов, русская поп-волна, электронная волна, мы это все отслушали, взяли, в Самое детстве это нам худшее, как бы, да. нравилось, да, взяли все самое отвратительное, что смогли найти в старой отечественной музыке, взяли Ну, и это, в мировой, интерпретировали, ну и в мировой, да, и вот сделали ЛБшный стиль. У нас такой стиль, чем хуже, тем лучше. Прям, Как, в общем, как все современное искусство. как все современное искусство, да. And how did you guys know each other? How did you meet? Like all of you four? Как вы четвером познакомились? Ну, сначала мы познакомились вдвоем с Ильей. Это было очень давно, еще в рок-тусовке в питерской. Лет 15 назад. Лет 15-16 назад, да, мы познакомились. Потом как-то все, да, даже не вспомнить. А этот проект начали 4 года назад. 4, да. Ну как-то познакомились и познакомились. Ну, мы знакомы были, так или иначе, Короче, общались, да. Случайное стечение обстоятельств, грубо говоря. Yes. Значит, тусовка. Да. Ну да, одна тусовка, один движняк был. Вот. Короче, Питер. Все ясно. And how did you get to music? Why did you start playing? Как мы начали играть? Интересоваться музыкой вообще, наверное, каждый А, очень давно. Не, я начал с 11 лет, и это моя любимая группа была Нирвана. Я тогда понял, что ох, бля, это охуенно. И все, и тут меня понесло. С тех пор я вот такой. Да, я тоже начал увлекаться музыкой достаточно давно. Первая группа, в которой я начал играть вот с мистером Клоуном, с Антоном, GNR называется. До сих пор мы играем, GNR исполнилось недавно 15 лет. Вот. Собственно, да, с тех пор так и играется хорошо и приятно. So you were saying your favorite band is Nirvana. I also heard that Rammstein and Prodigy are also inspiration for your style. Prodigy. Да, Prodigy, Ага. да, Рамштайн нет. Рамштайн это для меня всегда была группа прям вот самая вот. Это единственная группа, наверное, которая мне вот прям вот максимально не нравится. Но это самое крутое шоу, на котором я был вот ever. Выглядят они действительно потрясающе. Это бывали. безумно. Но как бы именно музыкальный такой inspiration Рамштайн точно нет. Но шоу это прям вот. Prodigy нравится. Продиджи это вот в детстве я слушал Продиджи и Нирвану, и в России в 90-х, после Советского Союза, можно было слушать только одну группу. Ты либо слушаешь Нирвану, либо Продиджи, иначе тебя просто побьют. И у нас были драки между гранжерами, ну, то есть нирванистами, и тех, кто слушает Продиджи. И рейверами, грубо Да, говоря. рейверами, да. И то есть, а я был и тем, и я как бы хранил кассеты. Ну, то есть Продиджи, как-то раз ко мне пришли друзья, говорят, а что это у тебя Продиджи лежит? И я такой, я ее купил, чтобы сжечь. И мы прям пошли на пирс и сожгли ее. Вот такое было время, и так что вот было сложно, но это было круто. Это было забавно. Is there anybody else that you consider a major inspiration for you apart from Prodigy? Главное, вдохновение от Prodigy у тебя пошло? Ну, не сказал бы. Или Нет, еще на самом что? деле, главное, если послушать Little Big, это inspiration от Нирваны. У нас все треки построены по форме Нирваны. Но звуки, да, конечно, это больше Prodigy. Prodigy, да. Но как бы само строение песен там и так далее, это вот чистой воды Нирвана. То есть мы никогда не отходили от Нирваны. Не, в Рейвоне отошли от Нирваны. В Рейвоне и в My Way еще. Да. А так все Нирвана. Okay. Who plans all the music videos? Is it like all of you together, or is it somebody who's like the main director? Рассказывай Кто у вас режиссер? про клипы. О, слушай, у нас два режиссера. Это я и Алина Пязок. Мы вдвоем начали режиссировать клипы и до сих пор уже не только делаем Little Big, а там, в России делаем уже
всем топовым звездам. То есть это, ну, из эстрады, короче. То есть мы, ну, как Захватили получилось, да. российский музыкальный продакшн, видеопродакшн. Мгм. Okay, and what is your favorite track at the moment? Like the track you like the most? What's your masterpiece? Ваш самый любимый трек? Любимый трек, фига. Из наших? Mhm. Just out of Yeah. course, А, Your из tra- наших? Yeah, from your tracks. Последние, наверное. У меня всегда последние треки Да, любимые. последние. Последние это всегда. То есть ты сделал последний такой прям, о, вот это круто. Вот, так что это. Rave On, Rave On, For For Haters. Haters, Нет, тоже Haters. Вот. Ну, еще, конечно, Dead Unicorn, Ну, Your это Money. Это уже стало классиками. Да. Классикой. Вообще, на самом деле, очень много классных треков. Да. И сложно вообще что-то одно сказать, потому что на протяжении всей нашей истории создания группы Little Big мы всегда делали что-то хорошее, то, что нам действительно нравилось. Да, все абсолютно в кайф. I remember the first time I saw you guys, I think it was last year or 2 years ago when the video Big Dick came out. Мгм. Was it like a breakthrough like for your career, because like that video got like, I don't know, 30 million views on Facebook or something like that. So was that something like that boosted your career like onwards? Ну да, конечно. Ну, то есть изменилось, наверное. Да нет, на самом деле ничего не изменилось, изменилось только Аудитория, посещение, да, которая концертов. приходит на концерты. То есть там Остальное тысячами ходят, а остальное осталось так же. Да. And who does the production in your band? Who like makes all the sounds, makes the music, the instrumentals? Мы вместе делаем музыку с Илюхой, начали вместе вдвоем с первых уже. треков. Сейчас уже подтягиваем наших друзей, музыкантов, очень крутых из России, с которыми мы, в общем-то, сделали последние 2 трека с Дэн Дёти. Денис наш друг, Зукерман. Дэн Зукерман, еще товарищ наш, с которым мы делаем, ну, еще там ряд ребят, с которыми мы периодически сотрудничаем, делаем узло. And question on you, what is your favorite like producer at this moment? Like At this moment, I think it's Diplo, Diplo? very huge producer in Мгм. the world for this moment. Ну да. Очень крутой. Snake. Yes, DJ Snake. DJ Snake from Ага. France, Uh-huh. very cool. Cool. And so we know that you made a song with Tommy Cash. Мгм. So I guess you guys are close a lot because like your styles combine greatly. And are you planning doing something more with him in the future? More songs? Maybe. Maybe. Может. Maybe. Потому что стили совпадают. Да, да, конечно. Вполне понятно. возможно, что Да. мы в будущем что-нибудь сделаем вместе, но пока что конкретных планов нет. Но Слишком мы много дел. общаемся. И у нас, и у него, как бы, ну вот буквально мы виделись 4 дня назад. В Таллине играли. Да, тусили, вместе выступали. Я думаю, что-нибудь сделаем. Наверняка. А может и нет. Как пойдет? А может и сделаем. Ну, посмотрим. Ну, это не точно. Но это не точно. Да. Так и запишем. Но скорее всего, да. Время покажет. And how did you guys connect together with Tommy Cash? What was the connection? How did you? Как мы познакомились? Короче, да, так. Я уже не Да, помню. Хер его знает. Да. А, Он через Алину он написал Алине. как бы. короче, я вспомнил. Кристина показала мне дома клип Томми Кэша. Я показал Алине. В чат его скинул. Не, Алина... И она такая, он же мне Написал, писал, да. типа. Давайте его найдем. И нашли. То есть он изначально писал, Да. вот, потом... Увидели клип его и да, это связались. клип, да. А Алина, ваш менеджер? Или... Алина Нет, режиссер. мы режиссером. Вот, вдвоем Это второй наш режиссеры. режиссер. Алина и вот Илья. Cool. And are you planning any collaborations with different artists at this moment? Планируем ли мы Да, еще? да, да, конечно. Мы... Of course. А? Не, Ну, это на их альбоме.
На альбоме Eskimo Callboy в ближайшее время выйдет трек вместе с нами. Это из Германии группа. Потом на нашем следующем альбоме наверняка будут гости. Надеюсь, не только из России. Вот. Ну, то есть из России их не будет. А с кем из России ты сделаешь? А? Да нахуя нам это надо? В грибах. Вот, так что, да, посмотрим. 100% коллабы будут. Okay, I think that's enough about music. So, how you liking the city? I know this is not your first time in Prague, right? It's second or third, maybe? Мой 4-й раз. Fourth. Не, мы именно Little Big'ом, по-моему, And like you третий раз. playing here, yeah, 3-й, да. Третий. for a third time. Да, третий. Ну, третий тогда. А погоди, а первый раз где мы? А, да, первый, второй, третий. Да, Ага. третий. Я в первый раз попал в Прагу еще в школе, когда учился. Я просто офигел. В тот момент российская действительность была слишком отлична от Праги, и попав в Прагу, я думаю, ничего себе, так можно разве? Такие города бывают. Я очень офигел, мне очень понравилось. Очень красиво, очень здорово. Именно общее впечатление. Мне было сколько, лет 13 тогда. Очень круто. И Прага мне нравится безумно до сих пор. Да, Прага. Извиняюсь. Прага один из самых любимых городов всех. Ну, вы знаешь, команды. То есть сюда мы едем отдыхать. И Ну, работать. мы даже вот сюда приехали, у нас вчера был выходной здесь, сегодня мы играем концерт, и завтра у нас выходной здесь же. То есть мы не спешим в Голландию, как бы, ну ладно, Голландия подождет, лучше там просто выступить. Потому что Голландия, ну, прикольная, конечно, но не такая прикольная, как Прага. Do you also feel like the influence of, you know, the Slav wave of lately? Like a lot of people are interested in, you know, like Russian culture, like Gopniks and Slav culture and squatting and all this. Yeah. Does it somehow like affect you? Like, because like, I think especially here in our city, a lot of people lately find more interest in Russian artists like Tommy Cash. Everybody's crazy for him here, and the same for you. Ага. Я так понимаю, что во всем мире в данный момент интерес есть к вот этой части русской культуры. Ну да. Ну, очень хорошо Это, в показывает. принципе, да. Гоша Рубчинский именно на этом и выехал. Ну, в плане музыки у нас Тони Кэш тоже очень популярен. Ага. Очень Ничего. интересно. Да, Ну, если ничего удивительного. Little Big здесь популярный, Томми Кэш популярный, значит... Рубчинский популярен. Значит, это... Все работает. Делаем выводы. Да. Значит, все нормально, значит, здесь это интересно. Everything Russian is famous right now. That's what's hot. Все сейчас знаменито, все так это. Да. Good. Do you like the Czech crowd? The crowd in Prague? Do you like playing in front of people here? Нравится ли нам? Играть Да, перед конечно. зрителями здесь. Нам нравится играть, в принципе, перед зрителями. Вот. И в Праге в том числе, да, у вас люди абсолютно безумные, очень здорово отрываются на концертах. Они идут именно с целью получить удовольствие от шоу. Это круто. Это очень круто. Отдача огромная от зала. Кайф. What country has the wildest party, wildest people, you know, wildest rave? Расскажи про Минск. Кстати говоря, там Минск, очень дико да, было. Буквально 2 дня назад Минск, это было просто что-то нечто дикое. То есть там было очень много народу, больше 1000. И было несколько сайкл-питов. В зале, да. Ну, это было что-то нереальное. Ну и бельгийский этот Дур? фестиваль Дур. На Дуре в Бельгии было великолепно тоже. 10 тысяч человек сходили с ума просто вот перед нами. Очень круто. Какие 10 тысяч? Да, Бельгия, Дур, 150 тысяч. Да, там безумное количество было. Безумное количество народа. Да. 10 Очень тысяч крутой это фест. Кумрефё во Франции. Да, это французский где фест, вот поменьше. Okay. Я с Паспопом спутал, где сценка была. Ну да. Маленькая. Поп это прям такая. Ну, мне только жалко Эрика, он пропустил все самое крутое. Я потом Хорошо.
Okay, guys, thank you very much. That's everything from me. And right now, let's go shop for some sneakers and stay tuned for more videos to come. And make sure to check the ones that we already did. Thank you, Peace. Rick. Thank you. So much. Thank you, guys.